Прекрасного всем солнечного дня, всем привет! Мы в Лестере. Здесь сегодня Ливерпуль может стать чемпионом, если Арсенал проиграет Ипсвичу. Вот как раз пока я иду здесь по городу, Арсенал играет с Ипсвичем. Вот только-только они начали. Ну, а я иду к стадиону King Power и не знаю, что сделать. Покажу вам Лестер немножко. Иду к центру города. Давайте посмотрим, напоминает ли здесь что-то еще о том, что в 2016 году Лестер вообще-то выиграл чемпионство. Помню, мы тогда с Дашей Конурбаевой, с Ваней Калашниковым и с Оксаной Сухановой приехали сюда на чемпионский парад, вели себя здесь как глори-хантеры настоящие. Ну, в общем, кто нас осудит, действительно был совершенно удивительный год, 2016, когда Лестер стал чемпионом. Ну, вот так выглядит центр Лестера. Очень уютный, чистый. На самом деле, раньше Лестер был жутчайшим захолустьем. Вот как раз где-то до 2016 года здесь особенно ничего не происходило. Ну, группа Касабиан здесь образовалась, да. Но в целом городок был так себе. После 2016 года сюда приезжать стали чаще туристы, ну, естественно, из-за чуда лестерского и из-за того, что здесь были захоронены останки короля Ричарда III. Собственно, это тоже было большим событием. Вот даже ходят легенды, что это дух короля Ричарда вселился в игроков Лестера, я уж не знаю, и, в общем, сделал их чемпионами. Ну вот первое напоминание о чемпионстве Лестера 2016 года – мурал, посвященный Вишаю Шриватханапрабха, владельцу Лестера, который сделал это возможным. Но я думаю, что мурал Вишаю появился бы здесь в любом случае, даже если бы Лестер не стал тогда чемпионом, он очень много сделал для клуба. Но, как вы знаете, разбился он в 2018 году на вертолете недалеко от King Power. Но этот мурал, кстати, появился здесь значительно раньше, в 2016 году, сразу после того, как Лестер стал чемпионом. Некогда, в 2016 году, художник по имени Ричард Уилсон, кстати, на самом деле болельщик Queen's Park Rangers, нарисовал сначала Клаудио Раньери, а потом и всю команду. Я знаю, что потом этот мурал закрасили. Это что было за варварство, вообще непонятно, но какая-то компания купила это здание и закрасила, в общем, все это произведение искусства. Лестер очень древний город, кстати говоря. Вообще все города британские, которые заканчиваются на стер или Честер, это все очень старые города. Манчестер, Чичестер, Колчестер, Честер, Лестер, Глостер. Ну, в общем, вот Честер – это от римского каструм, что означает город. То есть это очень древние города. В общем, Лестер был основан в 1947 году римлянами. Но статус города Сити он получил, понятно, уже сильно-сильно позже. Но первое упоминание – 1947 год. Арсенал между тем забил уже второй. Ну, в общем, тут все понятно. Теперь главное выиграть у Лестера самим. Ну и, к сожалению, не успеваем мы с вами дойти до главного кафедрального собора Лестера, собственно, где похоронен Ричард III. Но я думаю, что, может быть, после футбола мы там мимо пройдем. Все равно же надо будет куда-то наведаться. Последние матчи в исполнении Ливерпуля, конечно, не слишком оптимистично выглядели, но радует то, что остается совсем немного до конца сезона, и надо просто собраться и выиграть уже оставшиеся. Ну, Лестер, ну серьезно, они проиграли всем. Пять тысяч к одному. Вот такие были котировки Лестера перед сезоном 15-16. Ну вот, пожалуйста, и чем все закончилось? Чемпионством. Мы, кстати, сейчас много вспоминали болельщики Ливерпуля тоже, что перед началом этого чемпионата, ну, я не сравниваю с Лестером, конечно, но перед началом этого чемпионата ни один из специалистов BBC не поставил Ливерпуль на первое место. Но, если честно, я, наверное, перед началом сезона тоже такого представить себе не могла. Интересно, что сегодня день матча, а магазин закрыт из-за праздника. Ну что ж, King Power, очень радостно видеть на самом деле Трента, который вернулся к тренировкам. Вот они там с Робертсоном сейчас развлекают публику. Хоть что-то не меняется, всегда под Касабиан выходят команды. Здесь огненное шоу и лисьи глаза вот там на экране. Мне прилетело лестерским флагом.
Но вот особенное внимание, Арне Слот говорил, надо уделять стандартным положениям, записывать. Вот МакАлистер тут уже 3 раза, по-моему, подавал угловые, и пока ни к чему это не привело. Но в целом без валидол тут точно не обойдется. Уже был опасный момент у Лестера, такой, что все ахнули, потому что всем показалось, что мяч залетел в ворота вот с нашей стороны. Ну и еще я заметила, что болельщиков Ливерпуля слышно сегодня лучше, чем фанатов Лестера. Хотя вообще King Power один из самых громких стадионов, ну, во всяком случае, был раньше. Аплодисментами проводили болельщики Лестера свою команду после первого тайма. Неудивительно, молодцы. Ну и неудивительно также, что болельщики Ливерпуля как-то приуныли, что это такое, мы сами наблюдали, совершенно бестолковые угловые, очень много, но, во всяком случае, мне с моего места казалось, что они бестолковые. Что может встряхнуть игру? Я думаю, нужно внести безумие, поэтому нам нужен Дарвин Нуньес. Либо, Ливерпуль же любит кинематографические сюжеты, я предлагаю такой. Все плохо, выходит Трент, спасает и подписывает контракт. По-моему, хороший сюжет будет. Недовольны фанаты Лестера, отменили им гол. Но я, честно говоря, не видела, что там было. Надо пересматривать. С моей точки тут не очень вообще что-то видно. Но, в общем, болельщики Ливерпуля там тоже негодуют, потому что непонятно, во что сейчас играет их любимая команда, наша с вами. Ну, Трент вышел. Может быть, мой сценарий, который я придумала тут в перерыве, сбудется. Было бы неплохо. Знаете, это просто невероятно. Это кино какое-то, серьезно. Ваша бабка Ванга. Ну, вы видели? Вы видели, как он праздновал? Ну все, Трент, давай теперь подписывай контракт. Ну что, жизнь лучший драматург, не правда ли? Не знаю, что теперь и думать, и я думаю, что никто не знает, что думать. Вирджил ван Дайк в микс-зоне ничего такого не сказал, не кокетничал, как в случае со своим контрактом, поэтому думаю, что он тоже сам не знает. Так что ждем и надеемся, я думаю. Еще интересно, что испытали фанаты Ливерпуля, которые находились вот там, на трибуне, к которой побежал Трент, сорвав с себя футболку, вот это все. Там был Саша Горюнов, кстати. Давайте-ка послушаем, что он думает по поводу всего этого. Трент опять пишет заголовки, а на этой неделе они очень позитивные. И я бы отдал данное профессионализму и болельщиков, и его самого. Выход Трента, на мой взгляд, напрашивался, потому что Ливерпуль, хотя атаковал, но все было немного предсказуемо и немного медленно. То есть, да, я знаю, что там стал прорываться Брэдли, и он почему-то отдавал передачи в центр вместо того, чтобы бить, но тут, мне кажется, он вышел в правильный момент, Трент. И болельщики встретили его достаточно тепло. Да, справа от нас были ребята, которые вопили, что он не скаусер, вообще, как можно такие песни ему петь. Он уходит в Мадрид, вообще, что вы делаете? Но в основном, там, я себе сказал, 95% сектора встретили его очень тепло. И он как бы отплатил эту веру в себя тем, что он сделал. Да, может быть, там вратарь должен был парировать или что такое. Там был такой бардак штрафной, что надо было просто вонзить мяч туда, и он, в конце концов, попал в сетку. И, конечно, бедлам, который был на секторе после того, как он забил, и вообще все эти эмоции, топ-5 сезона, совершенно верно. Он вышел, он сделал
сделал матч, все его поддерживали. И болельщики остались очень профессиональными, и он остался очень профессиональным. Так что Ливерпуль будет чемпионом, и тренд, опять же, в этом играет немалую роль. Я напомню, что, на мой взгляд, Ливерпуль стал чемпионом в середине января. Именно его голевая передача на Нуниса в добавленное время в Брентфорде сделал Ливерпуль чемпионом. Так что тренд, да, может быть, он уходит, но он остается бесподобным. Супер игрок. Если Ливерпуль его потеряет, то, конечно, это большой удар. Ну, не знаю, останется он или уйдет. Все считают, конечно, что он уйдет. Но сегодня он нам подарил замечательные эмоции. Ну что ж, совсем во мраке. Я уже добралась до того самого места, где была нарисована вся команда. Господи, как темно. Смотрите, здесь осталось только двое. Джейми Варди, который до сих пор играет в Лестере, ну и Энди Кинг, который с Лестером прошел просто все дивизионы, какие только мог. А вообще вся команда была нарисована с другой стороны, но, как видите, здесь вместо этого теперь окна. Очень здорово. Вообще я слышала, что хотели жители Лестера попросить Ричарда Уилсона нарисовать футболистов еще раз в другом месте, но Ричард сказал: вы что, с ума сошли, что ли? И не стал этого делать. В общем, посреди ночи фактически я сюда пришла. Это вот кафедральный собор Лестерский. Его строительство началось еще в 1086 году, ну, естественно, на развалинах римских сооружений. Долго его строили, в общем, а в 2015 году здесь захоронили останки Ричарда III, и с тех пор началась всякая мистика с местной футбольной командой. Жутковато, да? Вообще, надо признаться, я верю во всякую мистику. Боже, какие тут тени. Пойду-ка я, пожалуй. Такое ощущение, что надо мной возвышается чья-то тень, хотя это моя тень. Ну и думаю, что на этом пора заканчивать выпуск. Блуждание по Лестеру ночному. Почти полночь здесь, кстати, сейчас. Пойду, пожалуй, смонтирую выпуск. Ну и до новых встреч. Скоро увидимся. Ставьте лайки, подписывайтесь, если было интересно. Пока-пока.